Привет! За последнее время многие просили меня снять видео на эту тему, поэтому снимаю. Недавно Джиллиан Майклс высказала свое мнение о кетогенной диете. Я хочу обсудить его, разобрать по пунктам. Приступим. Вы в фитнес-индустрии уже давно. Что больше всего изменилось за это время? О боже, реальность такова, что фитнес и питание переменчивы, как мода. Если вдуматься, например, сейчас в моде кето. Не знаю, есть ли тут динозавры вроде меня, но это раньше называлось диетой Аткинса. И моя мама сидела на ней в 80-х, так что... Ну, это правда, что диета Аткинса вводит вас в кетоз. Но в диете Аткинса довольно много белка, а в кето количество белка умеренное. Просто хотел уточнить. Люди просто берут модные тренды и подают их под другим названием. Так кето — это когда мало углеводов. Кето именно. Оно вводит вас в кетоз. Так ведь это же не полезно. Вот именно. И в конечном счете, как 2 плюс 2 всегда равно 4. Когда речь идет о здоровье, это уравнение энергии. Меньше ешь, выбирай продукты с умом, больше двигайся. Это просто. Что ж, ребята, решение проще простого. Если бы мы все меньше ели и больше двигались, мы бы все худели. Во-первых, если вы сколь-нибудь долго, индивидуально работаете с людьми, а особенно с теми, кому за 40, особенно с женщинами, особенно перед менопаузой, вы столкнетесь с тем, что у них очень медленный метаболизм. И метод «меньше есть и больше двигаться» не сработает. То, чего она никак не поймет, это то, что тренировки очень слабо влияют на способность худеть. Если повезет, процентов на 15. Это значит, что 85% результата похудения достигается за счет питания. Это простая наука. Простая наука. Я спрошу вот еще о чем. Из всей этой информации, где самая большая ошибка? Думаю, одна из них — Ладно, пойдем дальше. кето-диета. Я не понимаю, почему вообще кто-то считает это хорошей затеей. Ваши клетки, ваши макромолекулы буквально состоят из белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот. Итак, обсудим это утверждение. Это одна из миллиона причин не следовать кетогенной диете. И то, что ваши клетки состоят из жиров, белков, углеводов и нуклеиновых кислот. Большая часть мозга — это жир, большая часть нервной системы — жир, большая часть эндокринной системы — жир, все остальное — белки. У нас в теле нет ни одной части, которая бы состояла из большого количества углеводов. Да, углеводы могут использоваться как топливо, но клетки из них не состоят. Так что, если мозг, нервная система и мышцы — это в основном белки и жиры, то почему бы не питаться по высокожировой, умеренно белковой, низкоуглеводной диете? В диете, которую она рекомендует, очень много углеводов. Так какие же структурные компоненты наших клеток содержат много углеводов? Таких нет. Когда вы не едите какой-то один из 3 макронутриентов, которые я упомянула, вы морите голодом свои клетки. Давайте поясню. Это в основном для новичков, а не для тех, кто давно смотрит мои видео. Тут совершенно очевидно, что она просто не понимает одного самого важного момента в отношении кетогенной диеты, и это слово «инсулин». Она не понимает, что это такое, для чего он нужен и как он работает в организме. Для новичков объясню. Инсулин — это гормон поджелудочной железы. Одна из его функций — понижать сахар в крови, и активируют его углеводы. Если съесть слишком много углеводов, инсулин поднимается слишком высоко, и развивается резистентность к инсулину, организм его блокирует. При резистентности к инсулину организм начинает производить его еще больше, в попытке достучаться до клеток, ведь они сопротивляются. Эти макронутриенты играют очень важную роль для вашего здоровья и благополучия. Каждый из них — точка, конец. Вам нужны переработанные сахара и не нужны зерновые. И если максимально кратко, избегайте кето-диеты. Когда вы питаетесь сбалансированно и едите все эти углеводы, инсулин будет постоянно очень высоким.
А присутствие даже малого количества инсулина блокирует и сводит на нет действие всех жиросжигающих гормонов. Другими словами, инсулин блокирует похудение и препятствует ему. Чем больше инсулина в кровотоке, тем труднее худеть. Если у человека медленный метаболизм и многовато инсулина, ему будет очень тяжело похудеть, сколько бы часов он ни тратил на тренировки. А при инсулинорезистентности вы не сможете усваивать нутриенты. Принципы всего понемногу или сбалансированная диета — это очень плохая идея. Посмотрим на сайт Джиллиан, узнаем, какие продукты она рекомендует. Ну, конечно, можно есть тосты, фрукты, например, яблоки, бананы, можно и йогурт, и вафли, и пиццу. Воздушные чипсы — это переработанный картофель. Все это повышает инсулин и сильно усложняет похудение. И еще один небольшой момент. Она совладелец компании SodaStream, и в некоторой их продукции есть сахар. Конечно же, ей приходится это оправдывать. Кетогенная диета сейчас имеет взрывную популярность. Сейчас ее популярность растет быстрее всех. И поскольку она уже много лет продвигала старые идеи: меньше калорий, меньше жира, цельные зерновые, есть всего понемногу, перекусывать между едой. Разумеется, ей приходится защищать эту точку зрения, ведь столько людей прибегают к кето-диете, а ее система — полная противоположность кетогенной диеты. Так что очевидно, что она не пытается разобраться, она не имеет ни малейшего понятия об инсулине. Она вынуждена обесценивать кето, ведь кето противоречит ее системе. Продолжим. Вот статья «Внутреннее расследование NBC» о том, что в шоу «Взвешенные люди» участникам давали таблетки. Сейчас идет судебная тяжба, чтобы установить, давали ли людям таблетки для похудения. Джиллиан Майклс была одним из личных тренеров в этом шоу. И за все время очень мало кто из участников сохранил результаты похудения. Просто потому, что их метаболизм замедлился. Смотрите. Обнаружилось, что в среднем у участников метаболизм очень замедлился. И хотя они продолжали правильно питаться и тренироваться, они не могли сохранить вес. Главная проблема шоу «Взвешенные люди» — это допущение углеводов. Если есть много углеводов, это замедляет метаболизм. И даже кето-диета должна проводиться в здоровой форме, ведь надо не худеть, чтобы стать здоровыми, а стать здоровыми, чтобы похудеть. Хоть это и звучит просто, это очень эффективно, особенно если вы не хотите снова толстеть. Те из вас, кто недавно узнал о кето, не расстраивайтесь, услышав подобное. Узнайте факты. Поймите, почему это работает, как действует инсулин. Я оставлю внизу информацию, чтобы вы узнали факты, а не чьи-то ошибочные мнения. Лично вы можете достичь удивительных результатов, которые кето может вам дать. Так кето — это когда мало углеводов? Именно. Оно вводит вас в кетоз. Так ведь это же не полезно. Вот именно. Я похудела на 59 килограммов на кето с интервальным голоданием. И мне это нравится, чувствую себя чудесно. Раньше я принимала по 350 миллиграмм таблеток от давления. Каждый раз после жалоб врачи назначали все большие дозы, и это не помогало. Так что я решила бросить все, сесть на кето с интервальным голоданием. И это отлично работает. Я стала здоровее, я словно 30 лет жизни скинула. С июля по ноябрь я похудела на 27 килограммов. И всего-то. Есть жиры и животный белок? Динь-динь-динь. Нет, плохая затея. Я соблюдала кето с января прошлого года. Мне 76, я похудела на 11 килограммов. Я следовал вашей диете 14 месяцев и похудел на 18 килограммов. У меня снизился сахар, теперь у меня 5,4. Я избавился от преддиабета. А обхват живота уменьшился на 20 сантиметров. Неплохо. Я сижу на кето с декабря, похудел на 19 килограммов. И результат держится, я сейчас вешу как в старших классах. Я сбросил 18 килограммов. Я следовала вашей кето-диете 5 месяцев, и я сбросила 23 килограмма. Нет, плохая затея. Я инсулинозависимый диабетик 2 типа. Мне 72. Мне вводили по 100 единиц инсулина в день. Я смогла снизить дозу до 20 единиц. Я следую вашей системе уже 62 дня. И за эти 60 дней я сбросил почти 30 кило. Невероятно. Я соблюдал ваше усиленное кето
С конца ноября. У меня хороший прогресс. Потерял уже больше 20 килограммов. Нет, плохая затея. Потрясающе. Я избавилась от всех симптомов артрита. Кето с интервальным голоданием коренным образом изменили мою жизнь. А еще они спасли мне жизнь. Я начал кето-диету, когда боролся с раком мозга. А до этого я делал все наоборот. И я бы никогда в жизни не подумал, что буду питаться по низкоуглеводной диете. И я не думал, что буду чувствовать себя так, как сейчас. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Хотя, по идее, не должен. Я был на химио и радиотерапии, и тогда я узнал про кетогенную диету. Врачи говорили, у тебя будет вот это и вот это. Мне дали вот такенную книгу о побочных эффектах и симптомах. И я не испытал ни одного из них. Кето-диета и интервальное голодание невероятно помогли мне в борьбе с болезнью. Это изменило мою жизнь сразу с нескольких сторон. Помимо физических результатов, есть и умственные. Я стал уравновешен, это реально супер. Повторюсь, кето-диета буквально спасла мне жизнь.